Привет, друзья! Миран на связи. До настоящего момента в выпусках MMM Review мы затрагивали в основном центральный регион России, ну а самым отдаленным источником альбома для рецензии была, пожалуй, Швеция. Сейчас же мы обратим свой взор на юг и будем смотреть туда на протяжении пары выпусков, первый из которых посвятим нашим соотечественникам, группе Атрахора. Атрахора — это коллектив из Пятигорска, причем коллектив весьма состоявшийся. В марте этого года группа отметила свое десятилетие. Так что не удивляйтесь, этот выпуск MMM Review будет рекордным по количеству релизов. Ну и это отлично, значит нам удастся проследить хронологическое развитие группы. Так что начнем ожидаемо с их дебютника Lost in the Depths. Атрахора разродились дебютным полновесом в 2010-м, и он стал отправной точкой их собственного лейбла, силами которого потом издавали все последующие релизы. И он явил слушателю атмосферный, думоватый дэт-метал с вкраплениями ориентала. Конечно, во время прослушивания всплывают образы ранних Septic Flesh и Rotting Christ, но это за счет тех самых этнических фишек. В целом же альбом очень в духе всей Doom, Death, Gothic сцены середины 90-х. Так что если забыть, что он выпущен в 2010-м, то можно поймать волну ностальгии и получить неимоверное удовольствие от прослушивания, что я, собственно, и сделал. Материал альбома Lost in the Depths очень медитативен за счет среднетемповости, акустическо-симфонических моментов и интересных эффектов. Однако гитарные рифы периодически напоминают, что это все-таки металл. Местами они весьма самобытны и оригинальны. Но, тем не менее, альбом хромает в части сведения, уж очень разрозненно звучат инструменты. Хотя в целом на это можно закрыть глаза, дебютник же. Вот что более потрясает, хромает качество исполнения, и это очень хорошо заметно на перегруженных гитарах. Атака вялая, длительности периодически мимо сетки. И это не придирка ради придирки, это то, что любые музыканты могут исправить вне зависимости от того, где они находятся или сколько денег они успели скопить на дебютный альбом. Сегодня же у нас есть возможность проследить, как Атрахора поработал над этими нюансами на следующих релизах. Их второй альбом Via Combusta. Что ж, первый трек альбома встречает нас с этнической перкуссией. Группа еще больше ушла в сторону ориентала. Класс. Но мы ждем гитару. Да, они опять смазаны, но больше всего поражает вот эта партия. Я даже не понимаю, это одинаковой длительности или нет. Да, периодически выход из размерной сетки может добавить некоторой аутентичности партии, но здесь откровенно метальный риф с перегрузом не одним треком пишется. Сыгранные ноты должны идеально соответствовать подразумевающимся. Однако хочу отметить, что я говорю это не потому, что мне не нравится материал. Ровно наоборот, Атрахора мне очень понравились. Просто обидно, что у них и подобных им годных команд какие-то пустяковые вещи отбирают потенциального слушателя, в то время как лекарство от таких косяков в этом году отметило свое 200-летие. Ну ладно, опустим уже начальный риф и посмотрим на альбом в целом. Via Combusta обладает большим запасом цепляющих рифов, увеличение этнической составляющей, на мой взгляд, очень удачно сыграло на общей мистической атмосфере материала. Сведение выросло. Не так, как хотелось бы, но в его защиту скажу, что оно все так же будоражит чувство ностальгии по метал-сцене 90-х. Так что это с трудом можно записывать в минусы. Возможно, это художественная задумка.
А теперь сравним оформление обоих полновесов. Первый альбом Lost in the Depths оформлен весьма оригинально. Буклет представляет собой развертку с чем-то вроде плаката. Но больше всего доставил интересный список песен на обратной стороне. Возможно, кому-то буклет и этот список покажутся неудобными, но дизайн тут скорее работает на удивление, нежели на юзабилити. А вот Via Combusta в этом проигрывает. Оформление весьма стандартное и не то чтобы очень запоминающееся. Конечно, многим группам не достает и подобного оформления, но диски таких перспективных ребят хочется видеть в более замороченном издании. Однако своя фишка есть и здесь. Это улетная гравировка на обратной стороне дисков. Даже символично как-то. Не все самое крутое у Атрахора лежит на поверхности. На этом список полновесов группы закончен, но у нас есть еще парочка CD, не менее интересных, чем иной полноформатник. Это Миньон Метахом и Сплит Час Безмолвия. Сначала разберемся с Миньоном. Оформлен он, как и дебютник, очень достойно и оригинально. Такой миньон приятно иметь в коллекции. В основе новых треков лежит металл, гитарный рифинг, однако ни медитативность, ни этника никуда не делись. А это говорит о том, что Атрахора выработала свой стиль и придерживается его. Хоть здесь и нет треков на греческом языке, в отличие от Via Combusta, но греческие мелодии есть, что опять оживляет в памяти образ Septic Flesh, особенно если вспомнить, что Атрахора тоже основана двумя братьями, к тому же греками по происхождению. А вот Сплит Час Безмолвия поначалу воспринимается с подозрением из-за русского названия. Однако, дело в том, что вторая команда, Silent Kingdom из Боснии и Герцеговины, попросили дать сплиту русское название, дабы подчеркнуть общие славянские корни обоих коллективов. К слову, Атрахора переводится как «темночасие». Оба релиза являются небольшими, но тем не менее уверенными шагами к хорошему продакшену. Он еще не идеален, но видно, что группа над собой работает, и в итоге она придет к нужному звучанию. В Атрахора главное, что за 10 лет они не растеряли творческий потенциал. Ведь все-таки именно сонграйтинг всему голова. Итак, хочу подытожить все вышесказанное пожеланием группе Атрахора продолжать в том же духе, слегка доработав продакшн. Мягко говоря, не так уж и много у нас подобных вдумчивых, размеренных и самобытных коллективов. А вас, друзья, попрошу поддержать Атрахора репостом. Ведь нажав на «Поделиться ВКонтакте», вы не только поможете молодым музыкантам, но и получите шанс выиграть аж 3 диска этой отличной группы из Пятигорска. Так что подписывайтесь на наш паблик, делайте репост записи с этим выпуском и ждите недельку, пока великий рандом не скажет свое слово. И прям обязательно подписывайтесь на канал Metal Music Madness на YouTube, иначе вы можете пропустить нечто совершенно новое, чего на Metal Music Madness еще не было. Да и вообще у нас для вас всегда есть много годной музыки. С вами был Миран, до связи.